Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Хожу в Мигросе, купила мясо. Знаете, захотелось, мяса. И вот, смотрите, килограммчик купила, ну там чуть-чуть, 50 грамм. 761 лира. 719,90. Сейчас лира 2,2, 2,3, где-то так. И если умножать, это примерно будет около 2000 рублей. Если вот, например, 700 плюс 700, 1550, ну и половины 700, где-то... не знаю, сколько будет. В общем, примерно около 2000. В общем, очень захотелось мяса. И захотелось именно фарш. Я, выбрала такой посвежий кусок. Говорю, чтобы был сегодняшний. Сказали, что это сегодняшний, поэтому я взяла его. Что касается цен, давайте немножко вас еще сориентирую по ценам, да. Начнем с молока, которые вот здесь вот в коробках. Как видите, очень разные цены и очень разное молоко. Бывает с лактозой, бывает безлактозное, бывает 3%, 1,5%. Бывает, какие там еще бывают-то они? В общем, яглы написано, это вот 1,5%. По ценам примерно вот литр по 38, по 45, 30 есть, 33, вот такие вот цены. Это в коробках. В коробках обычно я не покупаю, даже есть за 49 лир. В коробках я не покупаю, потому что, они стоят в коробках, это значит, мне кажется, в составе есть что-то такое, чтобы оно не испортилось. Поэтому я всегда беру обязательно с холодильника. Есть вот сливки. Есть сливки на растительной основе 34 лиры. Есть такие жирненькие за 69 лир, за 59 лир. Латте холодное можно купить за 36, 330 миллилитров. Протеиновые вот такие вот всякие напитки. Тоже по ценам можете увидеть. Вот. Сегодня не спеша покажу вам цены, раз уж я сегодня сюда пришла. Думаю, да-кась я своих зрителей порадую. Я знаю, что вы очень любите смотреть по ценам. Ну и, конечно, как же мне упустить такую возможность. Детские коктейли по 14 лир. Вот эти маленькие, которые наши дети очень любят. Шоколадные, банановые. За 14 есть. Посмотрите, есть за 39. Маленький объем, да? И есть вот такие вот здесь даже по несколько штук. Вот я вижу 6 штук, 119 лир. Есть даже 9 штук, 164 лиры. Вот. Что касается мяса, я проехалась по мясникам. Уже 800 лир просят. Думаю, дай-ка, может быть, свежак, если есть, возьму. Там был, антрекот. Здесь вот в Мигросе тоже за 800. Но я говорю, есть что-то подешевле. И вот она сказала, что вот на гуляш, говорит, есть вот такой вот. Поэтому я уж такой взяла. А представляете, да, уже 800-700 лир просит за мясо. Кашу, кстати, вот люблю вот такую кашу. Юмушак, это быстро, который разваривается, 500 грамм, 64 лиры стоит. А есть вот гранола написано, то есть состав там орехи, изюм, вот смотрите, шоколад, наверное, темный, 200 грамм, 119 лир, подороже. Это что касается сухих завтраков. Есть вот такой Нестфит шоколадный, 400 грамм, 119 лир. Есть Несквики, которые наши дети очень любят. Вот есть большая упаковка Несквика, 700 грамм, 159 лир. Вот. Есть за 180 лир. Вот такие вот всякие. Смотрите, буковки есть. 310 грамм, 122 лиры. У нас вот 2 упаковки лежит. Несквик и еще какой-то. И что-то дети в последнее время вообще не кушают, поэтому я не беру.
Что еще есть в Мигросе вкусненькое? Я, кстати, сегодня в Мигрос Джет заскочила, который рядом с Каррефуром, недалеко от нас. Потому что до центра ехать уже по времени не успеваю. Скоро дети приедут. Вот. Нутелла. Кстати, купила нутеллу я на подарок. Вот она все равно здесь, мне кажется, дешевле даже, учитывая то, что цена 216, 750 грамм. Сколько у вас стоит нутеллы? Напишите. И я помню, только когда приехала, брала за 50. За 50 чем-то брала. Сейчас 216, представляете, да? Но тогда лира стоила что-то там 4 с чем-то вроде. Вот. Сейчас она 2,2. Вот. Такие цены. Есть поменьше нутелла. 400 грамм 128 лир. И очень жаль, я покупала в А101 такую нутеллу. Точнее, это не фирма нутелла, но паста такая же, шоколадная. Очень вкусная была. И ее, к сожалению, она пропала. Сняли почему-то вот с продажи. И я ее нигде не найду. Но она была вкуснее даже нутеллы. И она была немножко такая жидкая. Знаете, когда вот в холодильник ее ставишь, она вообще не становится жесткой. Она мягкой такой остается. Поэтому, видать, она... Ну, там еще и написано было, что в составе типа ничего нет. Смотрите, что есть. Дубай крем написано. 350 грамм, 299. Вот. Ну, это, наверное, для приготовления дубайского шоколада, наверное. И как бы так кушать тоже. Вот со скидочкой вижу. Стык кремаса тоже из фисташек 139 лир. Сколько там? 200 грамм. Дальше мед. Ну, мед очень редко можно найти в Турции натуральный мед, только если вот у, как их назвать, пасечников, или как они называются, которые этим занимаются. И они, кстати, на рынке, вот на нашем, например, да, только один единственный. Их вообще искать надо. Мы нашли одного, но на этой неделе, к сожалению, на рынке его не было. То есть на прошлой неделе. На этой неделе тоже посмотрю. Вот яблочное варенье, говорят, нету. Да, уже повторяюсь, говорила в прошлый раз. Почему-то яблочного варенья не видать. Вот смотрите, слива, черешня, вишня даже написано, ягода, инжирное варенье вижу, апельсиновое есть, изаевое варенье вижу, черешня вижу варенье по 78 лир, но, к сожалению, меда нету. Ой, фу, меда говорю. Меда дофига, но вот этого нету. Яблочного варенья. Абрикосовое варенье вот. А это что? Смотрите. Варенье из гранатов, получается, что ли? Из гранатов варенье. 65% мейве написано. Что это значит? Здесь, получается, не 65%, что ли? Ну, дороже варенье идет. Видать, вот такое вот натуральное, возможно. Вот, и еще, повторяюсь, кто любит сгущенку, вот это очень похоже на вареную сгущенку. Вот это вот. Дети говорят, что в садике ее дают. И, в принципе, можно вот такой вот покупать, потому что сгущенка дорогая здесь очень сильно, которая похожая на нашу. Так, сейчас покажу чай, который я беру. Здесь что-то упало у людей. Давайте пока вот так поставим. Так, смотрите. Не берите вот такой чай. Он невкусный. Я его купила, и он у меня лежит. Очень мне нравится чай вот этот Эрл Грей с бергамотом, со вкусом бергамота. Стоит 310. Но мы берем сейчас в шоке.
А, нет, во 101 купили, он во 101 тоже есть. Акбар чай. Есть ли он здесь? Не знаю. Вроде нету. Вижу вот Ахмад чай, но мы вот брали Акбар. Еще в А101 есть Пикоя. Тоже прям написано Пикоя. Хороший чай очень. Вот. И вот этот чай. У меня вот подружка сказала, что хороший. Тоже можно, в принципе, попробовать. Вот. Дальше. Что здесь есть вкусненькое? Есть оливки консервированные. Вот. По ценам можете посмотреть, кому интересно. Знаю, что смотрят те, кто здесь покупали в Мигросе раньше, может быть. Вот. Может, кто-то уехал, может, еще живет. Просто по ценам интересуется. Писали мне вот по поводу Мармара Берлик. Стоит 210 лир. Что еще могу посоветовать? Так, ну, халва вкусная в Турции. Бывает она разная, с разными вкусами. Я вот помню, халву отправляла маме через папу. Вот, что еще? Сахар. Давайте посмотрим, сколько стоит сахар. Килограмм стоит 39 лир. Здесь и за 46 есть. Рафинат 47, 41. Вот такая цена за килограмм. Так, 5 килограмм вижу 184 лиры. 184 также вот по ценам. И плавненько переходим на растительное масло. Подсолнечное масло я не покупаю. Сейчас только берем оливковое. А так 2 литра 154 вот вижу подсолнечное масло. Смотрю литр сколько. Литр 79 вот есть. Самая такая дешевая цена, если смотреть. 95, 93, 79. В общем-то 245 вот литровая оливковая есть. 218. Вот есть за 149 литр. Я думаю, это, наверное, рафинированная. За 245 есть вот такое вот камиле. Но камиле я покупаю в Биме, либо где я брала. Ну, в Биме я брала. За 190, что ли, где-то покупала. Вот такой я обычно беру. Есть 2 литра за 576. Есть такая вообще железная банка. 5 литров оливкового масла 549. Вот. И внизу вообще большие. Тоже 5-литровые получается. Вижу за 1000, за 1300, за 1400, за 749 вижу. Вообще из фундука масло. Вот такие цены. Сегодня муж предлагал консервированный тунец. Давай, говорит, салатик сделаем на вечер. Но я что-то, короче, в последнее время прям вот ничего не хочу, не знаю, с возрастом это или я не знаю, с чем связано. В общем, очень капризно в еде, очень избирательно. Один день мне хочется рыбу, другой день мне хочется курицу, третий день мне хочется вот говядину, фарш. И сегодня я сделаю, наверное, эти люля-кебаб на гриле. Очень вкусно получается. Ну, а если, например, тунец смотреть, вот разные тоже цены есть. За 199 2 банки. За 209 вижу 2 банки тоже. И бывает еще он возле кассы. Возле кассы. Кукурузка за 49. 3 банки по 200. Вот. И остальную фасоль я обычно не покупаю. Вот. Что касается пасты.
пасты. Здесь разные. Я обычно беру банку вот такую, да. Есть паста, кстати, из томатов, и есть из перца. Вот, например, из перца есть. Я брала из перца, что-то мне не зашло. Есть вот разные, как бы. Есть и за 60, и за 80, и за 59 в банках. Ну, я обычно вот в такой беру, большой. И, между прочим, она у меня уходит быстро. Вот. Есть кукуруза, я уже показывала. Есть вот огурец консервированный, перец острый консервированный, грибы консервированные. Консервированного очень-очень много всего. Есть вот такой вот кишмиш. Здесь и горох вижу, и морковка вижу, еще что-то белое, чеснок, может быть, даже. Консервированные перцы. Вот. Такие вот вкусняшки есть. Здесь есть бульоны. Вот, готовые бульоны. То есть разогрел, что-то положил. И, пожалуйста, вот такой вот бульончик. По 39, по 36, по 150 даже есть. В чем разница, интересно. Вот есть кнор. Кстати, вот я раньше на кости любила кнор. Сейчас что-то в последнее время вообще не беру. Ну, это как бы приправа. Это химоза. Поэтому, наверное, и не беру. Соль вижу крупную, есть за 58. А гималайская есть. Соль по 159. Вот есть всякие кнор. А эти приправки. Но иногда, честно, балуюсь я, конечно, бич-пакетами всякими. Вот такие штуки тоже люблю. Но это редко. Стараюсь не позволять себе такие вещи есть. Есть приправа. Люблю я приправу. Сейчас скажу, какую. Зердечал. Это куркума. Есть ача-бибер. Острый перец. Черный перец. Люблю я вот этот вот кунжутные семечки черные покупаю. Белые не покупаю. Белые это уже обработанные. Кимьон люблю. Кумин. Вот такой вот. Кори люблю. Беру. Потом паприку беру. Такла-бибер. И что еще я беру? Кикик. Вот люблю. Тоже беру. Так, что еще? Зинджифил это, по-моему, имбирь. Вот его тоже беру, сухой имбирь. Вот. Из того, что я беру, это вот это. Нашла я этот орех, как он? Мускатный. Вот. В магазинчиках, где написано Бахараче. Ну, то есть, где вот это все продают. В таких магазинчиках, прям как вот орех такой он круглый. Мускатный орех продают. Вот. Кому надо. Здесь можно найти желатин, которого, кстати, нету в обычных сетевых магазинах. Кому надо, обычно в Мигросе есть. И то вот сейчас не вижу. А вот вижу желатин. Вот, 11 лир стоит обычно. Вот эти вот пудинги, не пудинги, вот эти вот всякие. Особо я не готовлю, не умею. Вот честно, не умею. Торты готовить не особо умею, поэтому я такие вещи не беру. Я бы, конечно, попробовала что-нибудь такое, но не умею. Что не умею, не беру. Вот они эти стаканчики, лапша. Мука стоит 5 килограмм 94. 2 килограмма 42, 59, 72 цельнозерновая. Килограмм вот есть даже за 32. Вот, здесь уже выше есть разная такая. Глютен написано. Глютен-юг, безглютеновая мука. Глютен-сис опять. Вот такие вот. Опять такие маленькие.
цельнозерновая. Вот. Вот это вот ирмик. Это, повторяюсь, это каша наша манная. Вот. Ну, то есть наша, ну, которую мы готовим. Там ангалетта, оно 33 лиры. Они обычно ее добавляют в всякие эти котлетки. Вот. Ну и дальше крупы. Ирмик, чечевица красная, 49 лир. Смотрите, гречка наша дорогая здесь, килограмм 97. Недавно только 82 было. Дорожает, дорожает, дорожает. То, что мы любим, все дорожает. Вот, рис 74. Это хорошие килограммы. Килограмм 74. Это если хороший. Есть вообще жасминовый даже за 25. Басмати пишут. Но я думаю, он очень-очень тонкий и невкусный будет. Я бы лучше взяла бы, сейчас покажу какой. Я бы взяла бы хотя бы вот такой вот. Чуть-чуть покрупнее басмати. Или не вижу прям хороший. Вот. Почему-то. Вот, наверное, вот такой 2 килограмма. Более-менее тоже хороший. Вот такой хороший. Булгур за 2,5 килограмма. 56 лир. Вот. Такие цены. Такие цены. Макароны по 22 лиры. Макароны уж. Они везде такие цены. В общем, среднячок 20 лир. Дешевые вообще 12 лир есть. И немножко выше категории уже 32. Барилла 46. Ну, такие цены на макароны. Вот. А это что? Безглютеновые есть даже. Майонез. Майонез в банке. Вот вкусный, знаю. Вот этот вот майонез по 116 лир. И фирмы ТАТ. Нам нравится майонез. Только вот нигде картошка нарисована, а обычная ТАТ. Вот. Есть, конечно, разные. Есть за 74. Калевые 540 грамм 144 лиры. Калевые кетчуп 430 грамм 71 лира. Но мне нравится вот ТАТ. Единственное, не берите аджеле, это острый. Ну, если любите, берите. Мы берем обычный вот такой, и везде там написано куруюджи чермяс, это значит без консервантов. Здесь идет у нас хозяйственные товары вроде бы. Дальше уже там тоже такие как бы, да, для выпечки вот бумага. Что мне нужно? Мне нужно было для мытья посуды губка. Оказывается, здесь ватами в Турции губок нет. А я думала, куплю ватами. В России-то они есть, они неубиваемые. Но здесь, к сожалению, нету. Поэтому надо искать. Видите вы губки или нет? Что-то я не вижу. Вот я одна такая слепая. Не понимаю, где они. В принципе, они должны быть, наверное, здесь. Ой, короче, не вижу. Вот, смотрите, мусорные пакеты. Но ведь здесь должны быть тоже где-то. Сейчас найду, покажу. Нашла. Смотрите, вот такие вот я брала. Они вообще ужасные. Неудобные. Эти, я думаю, наверное, тоже ничем не отличаются. Потом я брала вот такие, они слишком большие. И вот я не знаю, я думала, что я возьму ватами в этом своем приложении. Блин, нету, друзья. Вот, ну, я не знаю, может быть, взять. Наверное, вот эту. Ой, упала. Хотя нет, не нравится мне это. Вот это может попробовать, смотрите. 99 лир написано. Чем интересно она?
О, не-не-не, короче, это жесткое что-то. Не то. Короче, вот проблема с губками. Наверное, я не буду брать. Сейчас еще возьму один шоколад. Мне в прошлый раз дубайский шоколад здесь очень сильно понравился. И поеду уже домой. Сегодня целый день работала. И поэтому так поздно вышла в магазин. Всем, кому интересна удаленная работа, проходите в описании по ссылке. Там есть ссылочка, написано прям удаленная работа. Кому интересно, как зарабатывать вот так вот удаленно, то пишите. Так, вот где, интересно, этот дубайский шоколад теперь. И хрен найдешь сейчас. Потому что там-то был другой магазин. А я хотела вам показать. Очень вкусный. Здесь на каше акции. Там вот стоечка была такая отдельная. И написано было Дубакко. Дубакко. Здесь его, похоже, нету. А, нет, нашла. Смотрите, вот он. Он, конечно, очень дорогой. Ну, как дорогой, очень. Ну, вот для такой маленькой шоколадки, конечно, я считаю, что это дорого. Но он очень вкусный. Попробуйте, кто здесь будет в Турции. По 35 лир. Ну, очень вкусный. Вот я его одну возьму сейчас. Короче, купила мясо на 761. И вот эти вот два по 35 шоколада. Вот такая вот сегодня у меня покупочка получилась. Ну что, друзья, на этом, наверное, буду прощаться с вами. Всем желаю хороших покупок, много денег, мирного неба над головой. Всем пока!